Маргарита Баранова решила сделать себе подарок на день рождения. Как думаете, о чем девушка мечтала больше всего? О котенке. Марго хотела купить малыша именно в свой праздник. Целый день она потратила на поиски питомца, делая звонки, но ей почему-то не везло. То продавцы не брали трубку, то телефон был выключен, а то и вовсе кто-то успел уже купить котенка. Только к вечеру Маргарите удалось найти объявление, по которому можно было приехать и забрать животное. Девушка обрадовалась, ведь это было совсем рядом с ее домом. Но все оказалось не так просто. Адрес, по которому нужно было приехать, не могла узнать ни одна служба такси. Выяснилось, что это какое-то садоводство. Наконец, Марго удалось вызвать машину, и она поехала за котенком. Это был поздний вечер августа, люди встретили ее за воротами дома, вручили ей котенка в темноте, лишь на пару секунд включив фонарь. Они забрали у Маргариты деньги и быстро ушли. Что было делать? Девушка взяла малыша и села в машину. По дороге домой она почувствовала странный неприятный запах, исходящий от котенка. Кроме того, малыш был намного меньше, чем должен быть в свои 2 месяца, и вдобавок он постоянно щурился. Маргарита смогла рассмотреть кроху только по приезду домой. Это был тощий котенок с воспаленными глазками. Белая шерстка питомца была чем-то испачкана, а в ушах были какие-то черные пятна. Конечно, девушка уже на следующий день показала котейку ветеринару. Оказалось, что у малыша огромное количество разных болячек, из-за чего врачи были крайне удивлены тому, что питомец до сих пор жив. Марго ни на секунду не задумалась о том, чтобы усыпить животное. Девушка решила, что будет бороться за его жизнь. 2 недели она кормила малыша из шприца каждые 2 часа и ежедневно делала ему уколы. Старания девушки не прошли даром, котенок пошел на поправку. Сейчас кроху просто не узнать, он выздоровел, подрос и стал любимцем своей хозяйки и ее молодого человека. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.